Допустим, вам надоела грязь во дворе. В непогоду невозможно выехать из гаража, чтобы не испачкать машину. Покрышки несут грязь в гараж, а обувь в дом. И вы задались вопросом, а как бы мне просто, дешево, да еще и надежно решить эту проблему? Таким же вопросом задались и мы, и постарались сделать наглядное увлекательное видео о пошаговом изготовлении простой практичной подъездной дорожки и площадки для автомобиля. Эти работы мы ведем в комплексе со строительством мастерской, совмещенной с гаражом. Все предыдущие работы можно последовательно посмотреть в этом плейлисте. На канале был длительный перерыв в видеопубликациях, так как у нас началась война. Мягко говоря, было не до монтажа видео. Для тех, кому это важно, мы живы, с нами все нормально, насколько это возможно. А свои мысли по поводу происходящего безумия я выскажу в конце этого ролика. Процесс облагораживания участка мы старались вести логично. После строительства и обустройства дома мы обновили забор, убрали старые деревья, посадили новые, попутно возводили мелкие постройки и сейчас подошли к большой постройке, мастерской с гаражом. И на этом этапе постала задача с подъездными дорожками. От гаража к дороге расстояние не маленькое, около 28 метров. А чтобы обеспечить заезд еще и в мастерскую, нам нужна автомобильная площадка для маневров. И эта же площадка станет помощником для ведения других строительных проектов. В сумме по задумке площадка с дорожками занимает 160 квадратных метров. Эта немаленькая площадь сразу же откинула всякие мечты о гранитной или даже бетонной брусчатке ввиду их дороговизны. Нам хотелось влезть в разумный бюджет, поэтому мы склонились к простому, практичному бетонированию площадей. Часть подготовительных работ по выравниванию основы уже показывали ранее. В частности, на месте площадки снесли сарай, убрали выступающие части его фундамента и начали формировать заданный уровень. Напомню, что это не обычное видео, а интерактивное. И как только при просмотре ты почувствуешь, что тебе этот контент нравится, сразу же жми кнопку палец вверх. А если с интересом досмотришь до конца, поделись этим роликом с друзьями и напиши комментарий. Так вы сможете поучаствовать в этой прелюдии и помочь в размножении наших видео. Для опалубки будем использовать повторно ту же доску, из которой делали опалубку для фундамента под мастерскую. Для этого мы аккуратно ее разобрали и отсортировали по длине. С одной стороны площадки присутствует большой перепад по уровню, поэтому здесь с помощью опалубки сформируем вертикальную бетонную ленту, которая и будет удерживать внутреннюю засыпку. Подобным образом мы формировали и фундамент под мастерскую, так как там перепад по уровню был значительным. Щиты опалубки изготавливали прямо по месту, прикручивая доски к забитым в землю колышкам. Для верха щита подбирали самую ровную доску, так как она будет формировать поверхность с заданными уклонами для стека воды. Падение уклона сделали 1 см вниз на 1 метре длины. Также верх опалубки будет работать маяком для правила, по которому мы будем стягивать бетон. Остальная опалубка для дорожек будет максимально простой и состоять из одной доски шириной от 10 до 12 см. Крепили мы ее к коротким колышкам, забитым в землю по направляющему шнуру. С этими бетонными работами мы решили закрыть все потребности с проходными дорожками во дворе. Поэтому здесь сформировали подход к задней части дома, а ранее изготовили опалубку дорожки, ведущую к основному входу. Всю остальную опалубку делали строго по нарисованному ранее чертежу, а по месту лишь следили за созданием правильных уклонов. Именно уклоны должны тщательно отводить дождевую воду без образования луж и по возможности быть минимальными, чтобы вся поверхность смотрелась ровно и в целом лежала в одной плоскости. Этой задаче мешала старая асфальтовая дорога, которая уже изрядно подносилась и пришла в негодность. Мы решили убрать большую часть, 3/4 этой дороги, которая мешала нам задать толщину бетона не менее 10 сантиметров.
Ширина старой асфальтовой дороги еле-еле покрывала ширину проезжающего по ней автомобиля, и часто выходить из машины приходилось просто в грязь. Поэтому новую подъездную дорогу мы расширили до 4 метров. Это позволит не только удобно припарковать на ней автомобиль, но и оставить сбоку достаточно места для проезда того же мопеда. Расширению дорожки мешала растительность в виде травы, а убирать ее оказалось не намного легче, чем асфальт. Густая трава адски держалась за утоптанный пересохший грунт, и лопату приходилось затачивать после каждых 20 минут работы. Финальный уровень основы равняли, ориентируясь на 2 лески, параллельно натянутые поверху опалубки. На ручке инструмента сделали метки минимального уровня бетона в 10 см. И в процессе выравнивания подсыпки, прикладывая ручку к шнуру, можно легко контролировать заданную плоскость. Как показывает практика, бетонную площадку без армирования или нужно нарезать на мелкие квадраты, или на следующий сезон она вся потрескается. Мы решили все же армировать и закупили для этих нужд 8-мм арматуру и парочку 6-метровых уголков, которые будем использовать в качестве неснимаемых направляющих маяков. На подсыпку площадок мы использовали все остатки песка и щебня на участке. Их, естественно, не хватило, и нам пришлось докупить еще машину песка. Смотря на эти кадры, отснятые всего лишь прошлым летом, из теперешней реальности они кажутся такими далекими. Этим песком мы в первую очередь равняли основу, задавая примерную толщину для бетона не менее 10 см. Слой песка был небольшим, от 2 до 5 см, и назвать его песчаной подушкой нельзя. Здесь тоже оказалось удобно использовать самодельные швабры для бетона, которые мы испытали в прошлых работах. В общем, при наличии тачки и парочки замотивированных работников, эта работа продвигалась бодро и весело. Объем песка мы взяли намного больше, чем требовалось, чтобы зря не платить за доставку. Песок нам еще понадобится для других работ, тем более, что он постоянно дорожает. А для его аккуратного хранения мы сделали подобие большой песочницы. Пленкой простелили дно, и в итоге ее облюбовали дети. Остатки старой сетки с забора пустили как дополнительное армирование на стыке площадки с боковой лентой.
Под прошлым видео, где мы подобным образом забетонировали такую же сетку, некоторые знатные теоретики посмеялись с такого решения и даже высказались о вреде рабицы в бетоне. Но у меня есть положительный опыт. Только в этом дворе мы сделали два канализационных септика, стенки которых сделали из рабицы, прибитой к грунту, и цементно-песчаного раствора толщиной всего лишь 5 см, которым оштукатурили сетку прямо по месту. Один из септиков служит уже более 12 лет и никаких следов разрушения. Из прутков арматуры на площадке сформировали сетку с примерной ячейкой 80 на 80 см. Армировать дорожку решили кусками такой сетки по 6 метров, как раз в длину арматуры. Таких сеточных каркаса у нас получилось 3, и еще один сделали на участок примыкания к основной дороге. Все эти каркасы для подъездной дорожки будем вкладывать в бетон последовательно, по мере продвижения миксера, который будет ехать внутри опалубки. Проверив вечером уклоны лазерным уровнем, с утра принялись к монтажу направляющих уголков. Эти маяки из уголков будут несъемными, по них мы будем стягивать бетон. Они поделят площадку на 3 полосы с шириной около 3,5 метров. На месте зафиксируем их к арматурным пруткам, забитых в землю. Уровень прутков проверили по леске. У земли к пруткам приварили металлические шинки, чтобы они не проседали. Далее приварили к пруткам уголок вверх ребром. Чтобы арматурный каркас весь был охвачен бетоном и находился примерно посередине его толщины, мы сделали его дистанцию из остатков ПНД трубы 32 диаметра. Вот так привязывали кусочки труб в поперек нижней арматуры. С такой привязкой съехать на бок она не могла. Здесь на примыкании дорожек из отрезка алюминиевой трубы сделали перетекание для дождевой воды. Пока дети ждут новые бетонные площадя для катания, мы принялись к нанесению разметки для арматурных каркасов. В суматохе при бетонировании такая разметка поможет точному позиционированию этих сеток. И здесь же, с обратной стороны опалубки, поставили метки, по которым разрежем дорожку на 6-метровые участки для снятия последующего напряжения с бетона.
С одной стороны направляющих уголков наклеили сантехнический скотч, препятствующий адгезии, для того, чтобы бетон на площадке дал здесь естественную контролированную трещину. Также подготовили весь необходимый инструмент, а некоторый инструмент, которого так не хватало при прошлом бетонировании, решили изготовить. Вот такая получилась дистанционная швабра-гладилка с попеременно сменяемым углом атаки путем проворачивания ручки. Конструкция здесь не нова, по сути я скопировал промышленный образец, приспособив его к подручным материалам. Дожидаясь миксера, мы проливали основу водой. Миксер к нам приехал к полудню, как раз в солнцепек. Поставив его на первую точку разгрузки, сначала попробовали подавать бетон в центр площадки. Сразу же поняли, что подающий желоб лучше удлинить и заполнять площадку последовательно, полоска за полоской, чтобы бетон не оседал и мы успевали его выравнивать. Заполнив бетоном первую полоску, принялись его выравнивать.
Для этого использовали правило, сделанное из прямоугольной трубы. Труба эта в последующем станет стойкой для каркасных стен в мастерской. В этих тяжелых работах мне, как и раньше, помогал мой лучший друг Борька. И в этот день к нам присоединился еще и его отец. В самом начале литья бетона мы были воодушевлены полнотой сил и энергии, но по мере продвижения бетонирования этот энтузиазм очень быстро иссякал. Здесь мы использовали тот же бетон, что и при заливке площадки под мастерскую. Марки B30, F200 с повышенной водостойкостью V8 и подвижностью P4. Говорить что-либо о его стоимости в теперешнее время бессмысленно. Но все же в конце видео для сравнительной наглядности я подсчитаю все объемы и суммарные затраты. Третья полоска на площадке планомерно переходила в подъездную дорогу. Залив ее бетоном, мы уложили следующий каркас арматуры и сбросили здесь все остатки бетона из первого миксера. Настал момент испытать самодельную швабру-гладилку. Между полосами как раз образовались грубые переходы от правила, и достать до них без такой гладилки с длинной ручкой было бы затруднительно. Ну что же, со своими задачами эта швабра справилась на ура, и грубые неровности она равняла. Нам, правда, мешала жара, которая очень быстро сушила поверхность, было тяжело словить оптимальный момент для заглаживания. На это просто не хватало свободных рук. Да, еще один человек нам бы не помешал. И кое-где перед заглаживанием поверхность приходилось смачивать водой. Конечно же, до блеска, как после затирочной машины, поверхность бетона так не выровнять. Но мы к этому не стремились, а остаточная мелкая шероховатость поспособствует лучшему сцеплению с колесами автомобиля. Момент ожидания второго миксера мы провели с пользой и накрыли свежий бетон пленкой. Она будет препятствовать быстрому испарению влаги и, как следствие, пересыханию с растрескиванием бетонной поверхности. Дожидаясь второго миксера, мы успели еще и пообедать, а с его приездом нас ждала очередная 22-тонная порция работы. В качестве разминки мы начали укладку с пешеходной дорожки и так постепенно вышли на основную дорогу. Всю остальную подъездную дорогу заливали бетоном также последовательно.
вкладывали по меткам на опалубке следующий сеточный каркас, наливали бетона примерно на 2 погонных метра, растаскивали и грубо равняли его лопатой и самодельной шваброй, потом финально равняли его длинным правилом, которые тянули по доскам опалубки, и параллельно пробовали заглаживать бетон шваброй-гладилкой, пытаясь угадать для этого оптимальный момент. И так постепенно приближались к воротам. Участок дорожки за воротами мы немного расширили, чтобы учесть радиус поворота автомобиля. На месте примыкания бетона к асфальту городской дороги асфальт обрезали под прямым углом, чтобы здесь образовалась толщина для бетона и он не крошился. Примерно за метр от основной дороги мы подняли бетоном бугор на всю ширину, чтобы на этом метровом участке сделать обратный уклон к дороге. Городская дорога идет здесь под уклоном к самой реке, и раньше в сильный дождь вода с участка дороги примерно в 100 метров подтапливала наш двор. А так ливневая вода течет дальше к очередному низкому въезду. Немного не долив бетона здесь, мы переключились на пешеходную дорожку, ведущую к основному входу. Залив и подровняв бетон здесь, все остатки бетона сбросили на примыкание подъездной дорожки городской. Бетон брали с небольшим запасом, так что здесь немного вылезли за рамки опалубки и увеличили радиус примыкания. Свободной пары рук нам в этой работе не хватало, зато 2 пары свободных лап нам на помощь прибежали. Подправив эту псевдопомощь, мы начали наводить финальные штрихи. Загладить бетон после второго миксера получилось легче, уже появился некий опыт словить правильный момент загустевания поверхности. Далее мы также накрыли бетон пленкой и прикатали ее резиновым валиком. После бетонных работ важно сразу же помыть инструмент, иначе потом его придется отдирать. Также мы проверили новый зазор под воротами, который составил лишь несколько сантиметров, чтобы ни одна дворняга не пролезла, да и мусора залетать будет меньше. И на этом этапе основные бетонные работы закончены. Далее мы принялись ухаживать за ним. К вечеру бетон высушил себя даже под пленкой, и мы заливали воду прямо под нее, а уклоны способствовали ее равномерному растеканию.
На следующее утро мы раскрыли площадки и по заранее нанесенным меткам на опалубке нанесли разметку для нарезания бетона. Дорогу мы нарезали на участке по 6 метров длины, как раз на стыках арматурных каркасов, а площадка в последующем разделилась сама, как раз точно по направляющим маякам. Резали с помощью обычной болгарки с алмазным кругом на глубину около 4 сантиметров. Дальше мы принялись к снятию опалубки и параллельно продолжали поливать бетон водой. Ну а теперь об объемах и стоимости. Проходные дорожки мы сделали шириной в 1 метр, их площадь составила 10 квадратных метров. Подъездная дорожка при ширине в 4 метра и длине 22 метра имеет площадь 88 квадратных метров. Площадка для маневров перед гаражом и мастерской имеет размеры 6 на 10,5 метров. Ее площадь 63 метра квадратных. На бетонирование всех этих площадей ушло 18 кубометров бетона. Общие денежные затраты на эту работу составили примерно $2000. Да, сумма относительно не маленькая, но в сравнении с другими видами мощения дорожек, простое бетонирование остается одним из бюджетных вариантов. Финансовую часть мы не считали трудовые затраты, так как большую их часть выполняли сами, а на некоторых работах нам помогали друзья. За полдня бетонирования мы втроем уложили 45 тонн бетона, и к концу этой работы еле переставляли ноги. Но этому дню предшествовали еще более объемные подготовительные работы, продолжительностью около 15 человека дней. И это еще без учета завала и разбора сарая. Конечно же, если бы в процессе всего этого демонтажно-строительного дебоша мы не получали бы удовольствия, то с прагматичной точки зрения не стоило бы и начинать. А так нам нравится то, что мы делаем, так что мы продолжим. И в следующем видео будем возводить стены и кровлю для мастерской. Ну а теперь пара моих мыслей о происходящем, о войне. В самом начале войны на этом канале, в сообществе, я опубликовал пару постов, и тогда задал главный вопрос, который задаю и сейчас. Зачем? Естественно, в информационном поле летает множество ответов, призванных удовлетворить любой вкус. Но, по-моему, ни один из ответов или целей этой войны не стоит и капли тех жертв, которые она несет. В моем воспитании и окружении самой главной ценностью была и есть человеческая жизнь, как собственная, так и любая другая. И я не могу понять тех людей, которые поддерживают это полномасштабное оккупационное вторжение в Украину, зная, что оно приносит тысячи, десятки тысяч смертей. Зачем? Если у инициаторов этой войны и находятся амбициозные ответы на этот вопрос, раз они решились на такое, то ответ на вопрос «а оно того стоило?» им еще придется поискать. Мира нам всем. Увидимся в следующем видео.